Всем привет, ребяточки! Всем привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Виталик, Лизончик. И сегодня будет просто ядерный, бомбический, просто мега выпуск, потому что будет много всего интересного. Бухта Дадунхай, очень много разной еды, полный фарш. Погнали! И сегодня мы наконец-то отведаем кафе, которое называется Улины. Здесь все время все занято, но нам повезло. Очень много свободных мест. Залетай, налетай. Вот так вот, видали? Как наши русские ребята любят такие места. Одно из таких мест мы вам уже показывали. Сегодня протестируем, чем нас здесь порадует. Красноярск 2019. Видимо, каждое меню уникально, да? С русскими рисунками, да? Взял себе протестировать вот такую вот порцию гребешков. То есть там внутри мясо гребешка и сверху еще макароны. Сейчас протестим. Залетает так хорошо, что в ушах свистит. Ну, вкусненько, да. То есть там внутри большой кусок мяса от самого гребешка и сверху макароны с чесноком. Достаточно нормально. А у Лизы у нас огромная жареная рыбина. То есть она, получается, на две части, что ли, да, смотри? Там есть что-нибудь внутри? В смысле, это целая рыбина? Да, целая рыбина на две части разделена, да. Ну, вкусно, но бывает вкуснее. А следующее блюдо, которое я заказал, это курица на шпажках. И я вроде бы не зря взял ее, потому что тарелка огромная. Давайте проверим. То есть на каждой шпажечке маленький кусочек курицы. Слушайте, ну прикольно вообще. Все, мы наели здесь. Вот ребята пельмени заказывают. Вообще, берите пельмени, не ошибетесь. Сразу наедитесь. Спасибо. На самом деле так себе, возможно, просто мы не то взяли. Может, там пельмени вкусные. Здесь, когда вы ходите из Лины, буквально вот проходите, вот поворот, поворачиваете, там будет кафе Леша и Лена, вроде бы, мы там кушали в прошлых выпусках. Вот там нам очень понравилось. И дешево, и атмосфера лучше. Здесь, смотрите, здесь большие порции, да, в принципе, дешево, очень много народу. Но, если честно, еда, ну, так себе. Мы ели вот во всех русских ресторанах уже, да, много же их было, и там было гораздо вкуснее, чем здесь. Плюс здесь пластиковая посуда, и вообще сама атмосфера такой прям забегаловки. Ну, вот прям ее так все хвалят. Просто это такое раскрученное, распиаренное место, вы даже себе не представляете. В очереди люди ночью стоят, чтобы там поесть. Практически, но я не знаю, что вы там возьмете, пельмени. Те, кто хвалил Лину, ребят, простите, нам не зашло. Но напротив кафе Лина можно купить себе вот такие шейки свежевыжатые. Тут много фруктов. Мы сейчас себе манго сделаем. Стоит 10 юаней. Фишка в том, что там тоже эти соки продаются по меню. Если вы там их заказываете, официант вот сюда выбегает, бежит сюда, здесь делает сок. Соответственно, 5 юаней на фрукта, да? То есть там смысла нет брать эти соки. Здесь себе заказали, а там можно заказать себе поесть. Ну, а если вы не хотите есть вот этих, типа, русских кафешек, есть вот такие разные китайские. Вот китайская, вот китайская маленькая. Вот сейчас вы наблюдаете прямую трансляцию этих ребят. Он на маленьком мотике. У этого чувака прямой эфир. Еще мы, знаете, что выяснили? Почему популярны так прямые эфиры здесь? То есть они выходят через одно приложение, которое недавно запустилось, и там у них есть донейшн, то есть донаты, и люди в прямом эфире поют песни, которые вы уже видели в наших выпусках. И там прям донаты вылетают там. Спой такую-то песню, им прямо деньги прилетают в прямом эфире на счет. Это приложение очень похоже на Инстаграм, но там нельзя выкладывать фотки, а можно выходить только в прямые эфиры. Да. То есть такое приложение только специально делают под эфиры. Мы опять пришли в кафешку, которая называется Лена и Леша. Здесь очень много отзывов, нам здесь реально понравилось, и мы второй раз сюда пришли. Мы еще ни в одно заведение не приходили второй раз, так что это о чем-то говорит. За уши не оттянешь, спасибо. А вот это, я думаю, писали наши подписчики. Порции, конечно, мощные. Или вот это, вы просто бомбические. Так, ну это блюдо вы уже видели, я вам уже рассказывал. Здесь можно креветки взять с соевым соусом, очень вкусные. А я взял морепродукты. Здесь много разных морепродуктов, они зажаренные вот на такой сковородке в фольге. И вот чем отличается от тех же блюд, которые берешь где-нибудь в Таиланде, там типа написано морепродуктов, там целое блюдо жареных, там 5 морепродуктиков этих и все остальное овощи. Здесь же, смотрите, овощей минимальное количество, это все морепродукты. Наш вердикт, друзья, это самое лучшее заведение, где можно очень вкусно и недорого поесть. Лучше вы точно не найдете. А это Лизончик, который только что ела креветки, посмотрите на нее. Это вот она, так креветки у меня есть. Никогда не надевайте белую одежду, когда вы едите креветки. Что я очень громко сказал, не самое лучшее, но одно из самых лучших. Нам еще в 12 стульях понравилось. В трактире Москва тоже было очень вкусно.
А вот это улины полное днище. Вообще сюда не заходите, такая шляпа. Я не понимаю, что люди в очереди стоят. Видимо, они не знают той кафешки, в которой мы только что были, где Леша и Лена. На самом деле, очень многие здесь были в 2010-2007 году. Представляете, как давно? Прошло уже 10 лет почти, и здесь все изменилось. Возможно, раньше здесь только и была вот эта кафешка улины, а больше ничего не было. Сейчас есть много классных кафешек, все развивается, растет. Поэтому, ребята, ну как бы одно и то же, советуйте из года в год, пробуйте что-то другое. Не ходите только к Лине весь ваш отпуск. Попробуйте другие заведения. Знаете, я вообще не понимаю, у Лины даже атмосфера сама какая-то шляпная. Там как будто какой-то бомжатник, притон какой-то. Ну, некомфортно. Назад не было ничего, представь. Да. Возможно, это было очень круто. Короче, кафе у Лины вот так, дно. Просто днище. Короче, ребята, мы тут стали на перекрестке и случайно такие стоим. И все стали подходить. Вроде только начали видео снимать, уже узнают ребят на улице. С Байкала, да? С Байкала. Да, мы из Улан-Удэ, Республика Бурятия, Байкал, поэтому если вы там будете, ради бога, я на вас подписана, я, в принципе, найдете меня, если кликните клич, что вот хотим на Байкал, мы вам все устроим. Спасибо. Большое. У вас классные ребята. Вам хорошего отдыха. Вот, да. Лена, Леша, кафешка, очень рекомендую. А вот я вот как раз иду. Мы ананас ищем. Ананас там. Да. Мы как раз идем, я говорю, Виталик сказал, в ананасе классный фудкорт. Да. Вот пельмени, вот здесь вот вкусные в трактире на Видите, рекомендации уже работают, уже ходят по стопам. Уже там в ананасе покушали, сейчас вот Лена и Леша пойдут, наверное. Все блюда, порция огромная, берите одну и двоих. Хорошо, спасибо большое. Все, счастливо. Удачи, ребята. Пока. Счастливо вам тоже, хорошего отдыха. Спасибо. Такие подписчики все прям душечки. Между бухтами Дадунхай, в которой живем мы, и бухтой Санья, есть бухта, которая называется Сяо Дунхай. Она обделена вниманием, и мы сегодня приехали на нее посмотреть. Здесь вот припарковали байк. Вот я вам даже карту покажу. Вот, находится она здесь. Приезжайте, посмотрите. Ну, по заходу уже такое ощущение, как будто мы попали в какой-то тропический рай. Сильно напоминает какие-нибудь такие, знаете, пляжи на Сейшелах с пальмами. Прикольно, что очень много пальм, и, как видите, можно в теньке гамак свой повесить, отдохнуть, пикничок устроить, как вот делают местные жители. А вот наши русские ребята, видите, белокожие. А местные вот так отдыхают. Ребята, вы готовы видеть самый спокойный и чистый пляж на Хайнане? Ну, это как написано на сайтах. Собственно, вот он перед вами, друзья. Вот этот пляж, посмотрите, он самый чистый, самый спокойный. Здесь нет водорослей, мусора. На самом деле все это шутки, прибаутки. Видимо, нам просто не повезло. Мы смотрели фотки в интернете, там прям чистая, бирюзовая, прозрачная водичка. Видимо, вот принесло немного. Причем, ну это же не мусор, это просто водоросли, которые плавают. Если вон туда подальше заплыть, видите, там можно покупаться. Ну, вода такая мутноватая. Видимо, сегодня просто ветер поднялся, волны. Мне очень жаль людей, которые приехали сюда по путевке. Здесь находится отель Интерконтиненталь, довольно дорогой, и это просто фиаско, братан. Ну, вот Лиза сказала, что, типа, какой ужас, типа, купаться тут нельзя. Все купаются, на самом деле, смотрите, пляж сам чистый пляжик, он не грязный. Ну, водоросли, да, а так, в принципе, ничего не мешает. Это же не горы водорослей, которые мы в Доминикане, помните, показывали? Просто сегодня неудачный день. Тут можно арендовать вот такие вот разные водные посудины, на катамаране покататься, по волнам порассекать, палатку поставить здесь на пляже, походу, вон ребята отдыхают. Здесь есть очень классные места, где можно посидеть, выпить коктейльчик, отдохнуть. Судя по территории отеля и то, что на ней находится, отель по-любому крутой, здесь, наверное, все включено. Но пляж, вот я бы на этот пляж не ехал бы отдыхать, ребята. На Дадунхае в 1000 раз круче, и инфраструктура, и пляжик там огромный, длинный, шикарный. Даже съемки с воздуха не исправили ситуацию, друзья. Я не знаю, видимо, может, нам просто не повезло. То, что сейчас отлив, и то, что свет другой, ну, это какое-то днище. Вот я пока что думаю, что самый лучший пляж, на котором мы живем, это Елонг-Бэй, это бухта. Очень крутой длинный пляж. На втором месте Дадунхай. Это вообще какая-то шляпа, не знаю.
не советую. Да, на третьем месте Санья Бэй. Да, и Санья Бэй. Это чисто наше мнение, не знаю, может вам здесь понравится, фиг его знает. Просто мы сюда возвращаться уже не будем, потому что нет времени вернуться, когда будет прилив. Я, конечно, понимаю, что у них типа очень крутой отель, но я пытался зайти в туалеты, я в 7 туалетов сходил разных, у них везде стоит вход по электронным картам. Это, конечно, круто, но, понимаете, если вы будете купаться и забудете ключ где-нибудь в номере, да, то можно просто обоссаться на пляже где-нибудь. То есть, а я не знаю, я им в кусты написал. Поэтому если вы будете здесь жить и проходить мимо кустов, и там будет пахнуть, то скажите спасибо отелю, потому что у них электронные версии ключей. Нигде не просто так не пописаешь. Ребят, если любите арбузы покупайте по дороге из Дадунхая в бухту Илонг-Бэй, где мы живем. Здесь прямо вдоль трассы стоят вот такие вот машины, они полностью набиты арбузами. И арбузы, на удивление, очень сладкие, хрустящие, такие прям сочные, что очень редко в Азии. Обычно в Азии какие-то арбузы невкусные. Вот этот арбуз у нас получилось 27 юаней. Друзья, рубрика «Два лоха в Китае» продолжается. Просто, вот реально просто лошпеки какие-то. Помните этот KFC? Это наш район, Ялонг-Бэй он называется, на китайском это Илунвань. В общем, здесь KFC, там находится Макдональдс, который мы вам показывали. И мы вам говорили, что здесь типа очень дорого есть, надо, чтобы вкусно поесть, нужно ехать до Дунхай. Пойдемте покажу. То есть вот KFC, смотрите, и слева есть вход вниз. Это огромная улица еды. Мы почему-то в первый день не придали ей значения и сюда больше не ездили. Здесь огромное количество кафе, китайских, японских, 2 яруса еды. Посмотрите на это, все на улице кушают. И все, что нужно было сделать, зайти вот сюда. Мы этого не заметили. Здесь находится китайский рынок еды, как в Таиланде. Наша любимая фудкорт, грубо говоря. И заказываешь, что хочешь. Еды огромное количество, выбор сумасшедший. Поэтому, видите, для этого мы и есть блогеры. Чтобы вы не совершали наших ошибок. Если вы выберете для жизни район Ялонг-Бэй, то здесь можно спокойно питаться бюджетно. На этом фудкорте, конечно, подороже будет, чем в Ананасе в Дадунхае, потому что там, например, жареные пельмени стоят 26 юаней, а здесь жареные пельмени стоят 36 юаней. Ну, такая порция у нас получилась жареных пельменей. В принципе, как видите, неплохо. Давайте проверим, друзья. Вот они такие, видите, поджаристые, сочные, вкусные пельмени. Все-таки китайцы умеют готовить пельмени, они их не могут испортить. Это как у нас. Очень насыщенные такие, очень много внутри сока от самого мяса скапливается и вкусно есть. Время сейчас 12 часов дня. Мы вам уже показывали обзор бухты Дадунхай, пляж Дадунхай вам показывали. Мы показывали его вон там, с левой стороны. А сейчас мы пришли в такую более русскую часть, потому что здесь чисто русские туристы. Посмотрите, сколько много людей. Все отдыхают, все загорают, прям как в Анапе. Вообще, место, конечно, свободно есть, но все равно людей, посмотрите, сколько много. Просто весь пляж до самого конца забит. А эта часть пляжа, получается, она уже находится вот правее, видите, высотные здания, вот почти вот самый край, правая часть, и здесь русская тусовка. Тут еще находится ресторан СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Лиза цены посмотрела, здесь гораздо дороже, чем в тех местах, где мы уже кушали. Поэтому мы пойдем отсюда. Мы вот подписчиков встретили на пляже. Вы из Киева, да? Да. Расскажите пару слов вообще про Хэнань, как вам понравилось здесь? Очень понравилось. Ну, минус есть какие-то? Люди такие могут где-то что-то обмануть. Угу. Ну, нам пока повезло. Нас пока прям хорошо, мы там рады, все хорошо. В общем, кому как повезет. Ребята говорят, тоже были в 12 стульях, очень понравилось. Говна не посоветуем. Ну да, там этот Николай очень хорошо готовит. По-русски говорит все. Да, по-русски отлично говорит. Друзья, снова Ананас на связи. Мы там уже вам все сняли. Магазины всякие, там еда, это фудкорты. Можете смотреть в прошлых выпусках. А сегодня хотим подняться на 3-й этаж, где находятся рестораны. Мы там еще ничего не пробовали. Сегодня что-нибудь протестируем. Ну, погнали. 3-й этаж, друзья. Торговый центр Ананас. Перед тем, как есть, хочу вам показать такой вот какой-то китайский магазинчик. Здесь много разной сувенирки. Она такая крутая, такая мимишная. Хочется все купить. Эти волшебные киски, которые приносят удачу в зависимости от того, какую кошечку вы покупаете. Какое-то богатство приносит, какая-то там, не знаю, здоровье, какая-то благополучие и так далее. Вот этот уголок мне очень нравится. Здесь живые цветы. То есть получается такие, знаете, мини-террариумы. Вот так все вручную создано, высажено. Прикольно, конечно, там внутри, видите, земля насыпана. Класс. Вот такой дом какой на полочку поставить. Но из Китая везти далеко, потому что... Кушать, пожалуйста, покорми меня. Я не хочу ходить в магазин. А вот такую я бы взял. Сейчас же у нас год свиньи. Посмотрите, какая свинюшка. Классная, да, вообще? С китайскими иероглифами. Забрались на 4-й этаж Ананаса. И это все по кругу. Китайские, японские рестораны. Везде, наверное, вкусно готовят. Все не успеем. Мы выбрали вот такой вот.
Здесь японские роллы и суши. Тут, как видите, тоже они по кругу катаются. Можно все эти тарелочки брать. Есть специальная штука, то есть зеленая тарелочка 8 юаней стоит, да? И самая дорогая красная тарелочка 22 юаня. Но красные все, видимо, съели. А мы прям здесь сядем с тобой, да? Мы решили сегодня не брать ничего из меню, а сделать себе бюджетное посещение такого ресторана. Будем все брать отсюда максимально бюджетно, чтобы получилось. Первым делом берем, конечно же, васаби, закидываем его в соевый соус. Хорошо. Все дело растворяется, и потом сюда уже окунать будем роллы. Первое, что мы взяли, это получается суши. Суши с креветкой. Это зелененькая, стоит 8 юаней. Соевый соус. Сейчас спецы по роллам проверят, насколько это заведение подходит. Ну, рис у них круто сделан. От риса многое зависит. Мне уже нравится. А давайте возьмем обычные роллы. Смотрите, самые дешевые. С огурцом, зелененькая, 8 юаней всего стоит. Рис с огурцом, да, зато наесться можно легко. Рис они круто готовят, мне нравится. Вот прикольно, что в ананасе концентрация разных заведений. Еще есть и фудкорт. Идеальное место, где можно очень вкусно поесть. На любой кошелек абсолютно. Обычно мы сначала суп едим, но суп нам принесли поздно. Мы уже, смотрите, сколько наели, целая пирамида. Супчик, мисо-суп, ребята, это божественный супчик. Если вы не пробовали такой, ух ты, здесь еще и грибочки есть. Обычно он без грибов, просто с этой травой, с водорослями. Здесь еще и грибы есть. Ну-ка, протестируем. В общем, ребята, это, конечно, не суши-тей, но это очень вкусно. Нормально. Учитывая, что здесь вообще, в принципе, выбора роллов очень мало, это очень вкусно и находится в Дадунхае, далеко ходить не нужно. 109 юаней за все это богатство. И еще я обязан вам рассказать про место, которое называется Площадь еды. Вот позади меня сейчас находится торговый центр «Лето». Сразу же вы здесь наблюдаете торговый центр «Зима». И здесь находится площадь еды. Сейчас, видите, все закрыто. То есть здесь вечером все люди собираются, морепродукты жарятся, все варится. И все наслаждаются едой. И прямо сейчас я вам покажу, как здесь вечером. Вот, уже побольше людей стало. Смотрите, все подходят. Мы специально пришли сюда уже не поздно, чтобы не темно было, поснимать цены. Но вот смотрите, например, вот осьминожка стоит 38 юаней. И здесь цены, конечно, на самом деле высокие. То есть здесь 38, а в Елонг-Бэе сколько мы съели? 25. 25. А на рынке 15. Вечером еще на сцене люди выступают. Что-то я не поняла. Мне ребят сказали, что здесь дешевые морепродукты. Здесь надо обязательно поесть. Ребята. Ну, выбор здесь, конечно, очень большой. Много вообще морепродуктов. Вон эти осьминоги. Мы уже все, что можно, испробовали здесь, в бухте Дадунхай. И настал момент утка по-пекински. Так заведение называется. Утка по-пекински. Находится рядом с трактиром Москва. Я немного ошалел от размеров этого блюда. Конечно, 158 юаней, это как бы не дешево, но мы должны были с Лизой попробовать утку по-пекински. Смотрите, как она выглядит. Это то есть целый набор такой. Вот одна тарелка, видно две ножки. И утка, получается, смотрите, она разрезана вот на такие пласты, да? Уже без костей, без всего. Здесь очень-очень много мяса. Здесь у нас огурцы, капусточка. Вот такие вот лавашики есть, смотрите. Вот их тут очень много, они тонкие-тонкие. Сверху наливается специальный соус, и, как я понял, из этого можно сделать вообще шаверму, да? Побольше прям сделай, вот мясо возьми на, вот это вот туда положим. Вот это, значит, кусочек вот такой. Вот специально ролл от Лизы. Ребята, могу сказать, что обязательно попробуйте. В ролле это очень вкусно сейчас было. Давайте просто попробуем пласт вот этого мяса. Утки, смотрите, берем. Это круто. Она такая свежая, сочная, аж сок выделяет. Обязательно рекомендую. Я еще раз вам сделал акцент, что утка по-пекински это целый набор. То есть нам еще дополнительно принесли суп. Тоже все входит в эту стоимость. Вот такой суп. И вы не поверите, он тоже с уточкой. Я вот так вот посмотрел. Это порция на 3 человек. То есть можете смело втроем приходить, брать утку по-пекински, и все это есть. Сейчас будет немного очень такой жесткой информации. Нам просто в комментариях написали ребята, что китайцы вообще они очень жестокие. Что есть видео такое на ютубе, где китаец переехал маленького ребенка на автомобиле, что ли, и потом типа дал назад, приехал его еще раз, потом еще раз. Вот, это, конечно, очень жестоко, но здесь, знаете, что в Китае, какие законы действуют? То есть, если ты сбил человека, то ты потом всю жизнь выплачиваешь ему деньги, то есть ты должен его содержать, да? За инвалидность. Да, за инвалидность. Это очень жестоко звучит. И типа китайцы, как я понял, предпочитают, чтобы человек умер. Да? Ну да, потому что буддизм, перерождение, все нормально будет. Да. Ничего страшного, если ты умрешь.
Это как бы, это они так считают. Именно поэтому здесь, грубо говоря, запрещено спасать людей. Если вы будете тонуть, если вы захотите совершить самоубийство, никто вам помогать не будет. И именно из-за этого к вам никто не подбежит на улице, если вы будете валяться, да, грубо говоря. Потому что здесь это тоже как бы запрещено и не принято. Прям вот запрещено? Я не знаю, я не знаю, что принято точно. К вам никто не подойдет. Насчет запрещено я что-то сомневаюсь. Насчет того, что не принято, да. На самом деле, когда вот всякие люди валяются, там, не знаю, старые, может, какие-то инвалиды, да, проходят мимо. Но, знаете, и у нас в России тоже идешь где-нибудь, гуляешь, лежит больной человек, и никто не знает, что с ним, и никто к нему не подходит. Такое в Индии, есть. в Индии тоже жесть. Но весь смысл в том, мы, конечно, сейчас какие-то жестокие вещи говорим, просто нам об этом рассказали русские, которые здесь живут, и нам об этом рассказали китайцы, которые говорят на русском языке. И даже вот был случай, когда русский парень, он взял в аренду скутер, у него не было прав, и в него врезался китаец. То есть там что-то сломали ногу ему, да, и то есть китаец, даже несмотря на то, что у этого чувака не было прав, он ему оплачивал все лечение, да. Так что вот такие здесь законы, ребята, это мы тоже наслышались, мы не знаем, правда или нет, можете нам не верить, это все по слухам. Это мы к тому говорим, что в комментариях стали очень много писать на эту тему, покажите плюющихся китайцев, харкающихся, не знаю, слушайте, мы здесь находимся уже почти 20 дней, и мы таких китайцев еще не видели. Получается, вообще в любой стране есть какие-то неадекватные быдло люди, у нас в России их достаточно, здесь их, наверное, тоже есть, но вот мы еще ни одного не видели. На отдыхе они себя намного хуже ведут. Вот на Пхукете везде, да, они там реально не такие, как здесь. Может быть, это только Дахана не так, а может, на материке по-другому будет. Мы пока таких не встречали. Мы зашли в торговый центр «Ананас», хотим себе кофе купить. Ананас, да. Здесь все кофе, все 3 в 1. Даже вот эта банка, она и то, видите, 3 в 1 с сахаром. Мы хотим обычный кофе взять. И здесь фишка в том, что вот в этой штуке 10 пакетиков, там уже кофе находится. Просто заливаешь горячей водой и получается кофе без сахара. Мы хотим попробовать. И вот такая коробка стоит 38 юаней. Итак, мы уже в кондике, у нас все развалено, потому что мы собираем вещи, полный бардак. Короче, кофе буду делать на полу. В общем, вот такая коробочка, внутри было 10 вот таких пакетов. О-о-о! Это аромат. То есть получился у нас вот такой пакетик, у него ручечки есть, смотрите, за ручечки, фига себе, вот это вообще. Первый раз такой кофе вижу, смотрите, как получилось. И сверху нужно залить, получается, кипяток, аккуратно заливай. И видите, то есть это такая... Как кофемашина. Да, как кофемашина, только бумажная. Так мы делаем кофе, прямо на полу. Отлично. Своим ходом. Слушайте, прикольно, прям вот вкус кофе. И прям вот ты понимаешь, что это не какой-то там 3 в 1, а настоящий кофе. Очень круто. В общем, будь в ананасе, вот такой кофе рекомендую. Мы идем есть и покажем вам новое место. И вы не поверите, оно находится прямо напротив ананаса, но на той стороне дороги. И про это место нам, кстати говоря, подсказал Алишер, которого вы уже знаете, да, вот. Мы перешли на другую сторону, ананас, вот вывеска для ориентира, супермаркет, морепродуктов 2F. Заходите, в общем, там такой, знаете, фудкорт получается большой. Много всего можно вкусного покушать, как везде стандартно. В общем, вот, друзья, место. Здесь русская кухня. Человека зовут Ваня. И здесь можно шашлык взять. Что еще у вас часто берут? Шашлык. Салат. Шашлык, борщ. Салат. Ага. Он открылся недавно, и сейчас, короче, все местные к нему приходят, его поддерживают, чтобы у него все процветало и росло. Вот, вон главный вход, сюда проходите. И вот здесь увидите, просто шашлык увидите, все, садитесь и заказывайте. Начинаем мы с борща, русского борща. 10 юаней всего стоит, 100 рублей. Смотрите, достаточно большие порции у нас с ребятами. Сверху, это сметана же, да? Да. Еще и сметана, красота, ну-ка. Там же мясо, да, кусочки есть, ну-ка. Лизин папа готовит вкуснее, но, учитывая, что мы находимся в Китае, борщ огонь. Я уже съел борщ, бомба. Дальше идет салат, стоит 10 юаней. Огромный шампур шашлыка, посмотрите, он здоровенный. То есть, если вот мы ладошку взять, здесь 5 кусков мяса, 20 юаней всего стоит. Здесь есть кетчуп, лучок и вот такие куриные ножки. Они, получается, на гриле. 2 ножки, 25 юаней. В принципе, получается, приходите, 300 рублей на человека, и у вас очень мощный обед, на котором можно объесться до отвала. Вот за что я люблю огурцы и салаты в Китае, то, что они такие же, как у нас в России. Ты ешь, как будто бы они только что собраны с грядки. Ну и погнали, короче, берем шашлычочек, вот так его в соус закинем. И прямо сейчас шампура бахнем. В общем, ребята, прям рекомендую. Это как у нас, приезжаешь на дачу, делаешь шашлычок, вот то же самое. Просто здесь атмосфера фудкорта.
И все остальное то же самое, как у нас. В общем, нас Ваня накормил по полной программе, мы даже не доели, это забираем с собой, take away, дома доедим. Спасибо большое, очень вкусно. В общем, ребята, если вы сюда не придете, вы просто потеряете все. Обязательно заходите. Мы сейчас пожалели, что мы не знали об этом месте, потому что на 200 рублей можно спокойно покушать, это очень дешево. Все, друзья, мы только что сдали наш скутер бензиновый. Все, теперь мы только пешочком на своих 2 ногах. Так что можно на автобусах кататься, но мы сейчас вот зайдем, подстрижемся, едем домой, на такси доедем и улетаем в новый город Китая, который вам, думаю, очень понравится. Нет, не Шанхай, Шанхай будет потом. Сначала мы летим в Гуанчжоу. Постригаться мы сегодня будем в торговом комплексе, который называется «Зима». Смотрите, нить еще парикмахерская. Отлично, нам кажется сюда. Мне это уже нравится, потому что не начинают стричь сухие волосы, а сразу их сейчас будут мыть. Перед началом еще и массаж можно получить с головы. Ну, слушайте, вроде нормально подстригли. Меня пугали, что они вообще стричь не умеют. 58 юаней, вроде нормально. Главное, что бока побрили, как бы. Все окей. Нормально. Байк мы сдали, нам сейчас нужно доехать до Илонг-Бэя. Мы бы, конечно, взяли такси, но хотим вам показать способ передвижения на автобусах. То есть вот обычная остановка в бухте Дадунхай. Здесь написаны номера маршрутов, куда нужно ехать. Автобус, конечно, дешево, но вот главный минус, что его ждать надо, да? На байке все-таки свобода. Нам нужны номера автобусов 15, 24 или 25. Это автобусы, которые из Дадунхая идут в сторону Илонг-Бэй, где мы живем. А как искать автобус? Это очень просто делается. Открываете приложение Maps.me, увеличиваете карту максимально в ту точку, куда вам нужно ехать. То есть вот сейчас у меня Илонг-Бэй, автобусная остановка напротив того места, где мы живем. И здесь написаны номера автобусов. То есть 15, 24, 25, 27. И вы карту обратно уменьшаете, увеличиваете место, откуда вы отъезжаете на остановке. И у вас, да, то есть уменьшили карту и увеличили, например, Дадунхай, место остановки. И вам нужно найти такие же номера. Если номера совпадают, вам нужно один из этих номеров выбрать и на нем доехать. Ну или как вариант, на каждой автобусной остановке есть вот такая штука. И смотрите, если есть ваша цифра, вы на нее запрыгиваете и едете домой. Вообще, эту фишку с автобусами и картой Maps.me я фактически только что придумала. И она не факт, что она работает, да? Да, она не проверена, но по идее, так должно быть. Ну, сейчас проверим. Вот автобус 25-й, один из 3, который идет в Илонг-Бэй. Поехали. То есть заходим в автобус, первый раз делаем. Денежку закидывай. Yêu đi sao? Nhắn đầy xe phố đó. Yêu đi sao? Все, пойдем. Интересно, у них кассовый аппарат, да? Вот такие автобусы. Слушай, 2 места даже свободных есть. Прикольно. Красота. Первый раз едем на автобусе. Вы на автобусах всегда ездите? На первый раз? Удобно вообще? Да? А куда самое далекое ездили на автобусе? Буддизм сегодня ездили. Ага, ну слушайте, видите, ребята катаются там. 2,5 часа. 2,5 часа ехали, да? Ага. Все, русские туристы спокойно, видите, катаются, так что ничего сложного в этом нет. Единственный минус, да, долго ехать, и видите, то есть есть остановка, нужно остановиться, там светофоры, а на скутере быстро пролетаешь и доезжаешь до дома быстро. Проезд, кстати, нам обошелся в 7 юаней с человека с Дадунхая до Илонг-Бэя, прямо до нашего места жилья. Ну что, друзья, мы приехали. В общем, ехали мы на автобусе 40 минут. На байке мы обычно едем Да, примерно столько. то же самое, да? 30-40. Так что сами выбирайте. На самом деле на автобусе удобно, я уже поспать даже успел. На скутере все-таки в напряжении, там Мне дорога. не понравилось просто, что укачало. Да? Ну, в плане того, что сразу спать захотелось, никакой бодрости. На байке едешь, Кстати, да, и такая вялость, просто такая... такое состояние. О, блин. Все-таки на байке ты все время за дорогой, ты все время во внимании, и ты не хочешь спать, постоянно так хочется куда-нибудь ехать, что-нибудь смотреть. Все, мы уже дома, купили себе водичку в дорогу, пешочком идем. Будем очень скучать по этому району, смотрите, как красиво. Очень круто. Все, друзья, мы вам показали максимально все, что могли выжить из Хайнаня. Конечно, мы все не посмотрели, потому что ну нереально. Нам многие писали, что на Хайнане делать нечего. Мы за 15 дней посмотрели процентов 30, может быть 20. Так что сюда обязательно вернемся. Все, ребят, с вас лайк. Пишите комментарии обязательно, как вам вообще в целом весь сезон. Если вы думаете поехать на Хайнань, то вы уже все знаете, вы максимально подготовлены, если посмотрели весь наш сезон, потому что мы показали абсолютно все аспекты. Если вы сюда поедете, все, у вас никаких проблем не должно быть. И самое главное, ребята, не
не забывайте подписываться на наш инстаграм. Там всегда классные фоточки и много полезной информации. Бывает даже так, что такой информации нет у нас на ютубе, поэтому подписывайтесь обязательно. Вот наш инстаграмчик. Лизончик старается. Я ее фотографирую. Она пишет посты, я тоже иногда посты пишу. Для отдыха на Ханане мы считаем, что оптимально это 10 дней. То есть берете путевочку, поселяетесь в том же самом Дадунхае и Лонг-Бэе. И если особо не запариваться, как мы, каждый день не гонять на разные всякие смотровые площадки, разные парки, отдыхать на пляжике 10 дней вот так. А если вы хотите посмотреть все парки по максимуму, но все равно все не успеете, то это 15 дней. Все, мы сейчас идем домой, собираем чемоданы. И в следующем выпуске начинается другой Китай. Мы летим на материк. Покажем вам город Гуанчжоу и потом отправимся в Шанхай. Все, всем пока-пока, увидимся в Китае. Чао. Пока.